Крохотный комочек радости затаился в кустах, его маленькое тельце дрожало. Он был оставлен на произвол судьбы и никому не нужен. Чувство голода и ужасный страх переполняли его. Рядом с его убежищем проходила дорога, где мчались автомобили. Их гул пугал малютку, и ему казалось, что его жизнь вот-вот оборвется. Но судьба этого котенка сложилась иначе. Артем понял, что пора подниматься, едва лишь первые лучи солнца пробили сквозь шторы. Хотя это был выходной, мужчина решил провести его с пользой, а не пролежать в постели до обеда. Он собирался отправиться в строительный магазин за материалами для ремонта своего старенького домика. Артему было 35, он жил один, но за его плечами уже был не сложившийся брак. Мужчина отличался добрым и жизнерадостным нравом, встречая все неудачи с улыбкой. Его союз с Юлией был обречен с самого начала, но это стало ясно лишь спустя 5 лет совместной жизни. Их цели и устремления оказались слишком разными, чтобы построить настоящее семейное счастье. Артем мечтал о детях, в то время как Юля желала лишь богатой жизни и полного удовлетворения своих прихотей. Именно она и подала на развод, окончательно разочаровавшись в жизни с мужем-дворником. Артем не мог обеспечить ей больших денег, живя от зарплаты до зарплаты. Так как у пары не было ни детей, ни значительного имущества для раздела, расставание прошло относительно легко. Оставшись одиноким и свободным, мужчина погрузился в работу, чтобы заглушить грустные мысли и чувство одиночества. И теперь, вместо того, чтобы бесцельно смотреть телевизор, Артем решил использовать свободный день продуктивно. Магазин находился примерно в километре от дома, и утренняя прогулка была ему только на руку. Внезапно его внимание привлек тихий, жалобный звук. Сначала Артем подумал, что он доносится из соседнего магазина, где подростки, возможно, смотрят видео. Но, прислушавшись, он понял, что этот тонкий писк исходит из-под аккуратно подстриженных кустов сирени. Артем наклонился и осторожно раздвинул ветви. Кто-то маленький и мокрый тут же ткнулся носом в его ладонь. «Го!» «Да это же котенок!» — воскликнул мужчина, вытаскивая из травы дрожащее создание. Котенок съежился в комок, его шерстка была сваляна от грязи и дождя. Он смотрел на Артема блестящими испуганными глазами, в которых отражался огромный, холодный и опасный мир. «Наверное, ты голоден, кроха, пойдем домой, я тебя покормлю», — прошептал Артем, мгновенно меняя свои планы. По пути он купил для котенка молока и немного корма. Засунув малыша за пазуху куртки, Артем поспешил домой. В дороге крошка согрелся, прижался к груди человека и уснул, ощущая его тепло и ритм сердца. Дома Артем соорудил из старой куртки мягкую лежанку и поставил миску с молоком. Уловив запах, котенок проснулся, подошел и жадно принялся лакать. Он ел с таким рвением, что Артем не сдержал улыбки. «Вот теперь другое дело», — сказал он. Котенок мяукнул, словно согласился. «А теперь тебя нужно вымыть», — добавил Артем. Теплая вода смыла всю грязь, и вскоре перед мужчиной сидел пушистый серый комочек, похожий на маленькое облачко. «Будешь пушком», — решил Артем, заворачивая котенка в полотенце. Появление котенка в жизни одинокого мужчины изменило его к лучшему. Теперь Артем спешил домой после работы, чтобы поиграть с Пушком и покормить его. Котенок бегал за ним по пятам, карабкался на диван, а иногда засыпал прямо на его коленях. Пушок быстро рос, становясь ловким, смышленым и красивым котом. Он всегда чувствовал настроение хозяина, если Артем грустил, кот ложился рядом и тихо мурлыкал. Благодаря ему в доме вновь поселились тепло и жизнь. Соседи часто улыбались, видя Артема с котом на руках, тот выглядел по-настоящему счастливым. Но однажды все изменилось. В тот роковой день лил сильный дождь, и Артем решил поехать на работу на машине. Пушок явно беспокоился, он ходил за хозяином по пятам, мяукал и не давал выйти из дома. «Что с тобой, Пушок?» — удивился Артем. «Я скоро вернусь».
«Нужно забрать бумаги», — сказал он, поглаживая кота по голове. Но кошки чувствуют то, что недоступно человеку. Когда машина выехала со двора, Пушок вскочил на подоконник и начал громко мяукать, словно пытаясь предупредить об опасности. К сожалению, его предчувствие оправдалось. На мокрой дороге Артем не справился с управлением. Навстречу выехал грузовик и, стараясь избежать столкновения, его старый «Форд» съехал в кювет и перевернулся. Когда прибыли спасатели, они едва поверили, что кто-то мог выжить. Но Артем дышал. Его срочно доставили в больницу и подключили к аппаратам. Дома Пушок ждал. День, 2, 3, хозяин не возвращался. Кот ел корм из открытого мешка, пил из миски, но чаще просто сидел у двери. Соседи, слышавшие его жалобное мяуканье, решили навестить Артема, но, не найдя его, стали подкармливать кота, а тем временем Артем лежал в реанимации без сознания. Врачи не знали, придет ли он в себя. В отделении начали поговаривать о необходимости освободить койку. Только одна медсестра, Марина, была против. Она ухаживала за Артемом с самого начала и не могла смириться с мыслью, что жизнь молодого мужчины оборвется вот так. Она видела в нем человека, заслуживающего второго шанса, и именно в тот момент, когда вопрос об отключении аппаратов уже решался, Пушок внезапно почувствовал тревогу. Он вскочил, пробежал по комнате, мяукнул и выскочил на улицу под дождь. Никто не понимал, куда он бежит, но кот, будто ведомый незримой силой, нашел дорогу к больнице. Люди удивлялись, видя, как мокрый кот мчится через двор и подбегает к дверям приемного покоя. В тот миг, когда врачи готовились отключить аппараты, по коридору раздалось громкое мяуканье. Все обернулись. Марина первая заметила кота. «Это же его питомец», — прошептала она. Пушок вскочил на кровать, прижался к руке хозяина и тихо замурлыкал. В палате воцарилась тишина. И вдруг мониторы, минуту назад показывавшие ровную линию, ожили, сердце Артема вновь забилось. «Посмотрите! Он приходит в себя!» — воскликнул кто-то из врачей. Ресницы Артема дрогнули, он медленно открыл глаза. «Мне приснился странный сон», — прошептал он. «Я шел по темному коридору и слышал, как кто-то зовет меня. А потом я увидел Пушка. Он привел меня обратно». У всех присутствующих навернулись слезы. Марина стояла рядом, улыбаясь сквозь них. Пушок мурлыкал, касаясь мордочкой руки хозяина. Спустя неделю Артем уже мог ходить. Его выписали, а Марина стала навещать его каждый день, помогая с реабилитацией. Со временем между ними зародилась симпатия. Пушок был счастлив, теперь у него было двое людей, которые его любили. Артем часто говорил: «Вот видишь, Пушок, и если бы не ты, меня бы не было». А кот отвечал тихим мурчанием, словно подтверждая, что любовь животного сильнее любой беды. Животные помнят добро, и когда приходит время, они возвращают его сполна.